Вся мифология рерихов складывается вокруг того, что да, эти великие жители Шамбалы, странники, вот они с других планет. И наш пытливый зритель скажет: а вот у Дмитрия Раевского получилось встретиться со странниками, я тоже хочу, что мне для этого нужно сделать? И вообще, насколько это реально? Это очень сильно поменяет вообще ход жизни человека, ход его кармы. Больше того, я знаю нескольких людей, которые, придя туда, вместе со мной, понятное дело, удосужились аудиенции и общались с этими странниками. Полная трансформация. То есть человек, находясь рядом с Шамбалой, даже если он не встретится ни с кем из странников, из йети, все равно там настолько потрясающее место, что человек трансформируется. И самое главное, в нашей сегодняшней беседе, я с ними встречался, реально, в физических телах. Не в астральном плане, не в тонком. То есть они мне спасли жизнь. В горах Тибета. Я ночью шел, чуть не упал в пропасть, и рядом оказался один из них, и на чисто русском языке сказал: ты выбрал опасную дорогу. Мы так познакомились. Надо сказать, что был еще один человек в истории, который тоже с ними познакомился, когда ему спасли жизнь. Это Юрий Николаевич Рерих. Он был вместе с отцом во время трансгималайской экспедиции, и он сидел в деревянном домике таком, оставленном кем-то там, и вдруг услышал голос, который говорит ему: пригнись. Такой, послышалось, опять пригнись. Никого нет, послышалось. Вдруг разряд молнии прямо в палатке. Его бьет током, он падает, в этот момент выстрел, и пуля пролетает там, где вообще была его голова. То есть его спасли. И он сам описывает, что таким образом я познакомился со своим учителем, с одним из странников. Или Махатма, или Архат, как по-разному их называют, держатели света. У меня такая же ситуация. Я тоже так же, меня спасли от смерти, также познакомился. И после этого, когда уже начали общаться, то уже прошло с 99-го года, 27 лет. Тот, с кем я познакомился, ему тогда было на 35, и сейчас 35. Я был пацаном молодым, сейчас я уже, мне уже за полтос. Я очень изменился, а он не изменился вообще, то есть он бессмертный. И когда я прихожу в Тибет, и с ним встречаюсь, он такой же. Он говорит на чисто русском языке, но часто даже не открывая рта. То есть просто голос раздается между нами в воздухе. Он может раздаться у меня в голове, даже когда я его не вижу, даже когда я здесь, когда он пожелает нужным. Это технологии странников, и они над цивилизацией. То есть, если мы говорим про братьев Стругацких, прогрессоры, помните, да, что его схватили, взяли в плен. Нет. Если странников захотят взять в плен, нет. Почему до сих пор не нашли снежного человека? Странники в свое время над цивилизацией снежных людей взяли шефство и не дают их просто. Поэтому в крайний момент они берут и пропадают. Вдруг. Даже поймали. Даже я разговаривал с китайскими товарищами, которые там в Тибете поймали снежного человека, и растворился в воздухе просто. Хотя на веревке тащили. Детеныша ослабленного, больного, перестал существовать. То есть за ними блюдут, их защищают, поэтому до сих пор не нашли. А так вообще самая интересная цивилизация странников, они над всеми над нами, они начинали религии, философии, они по разным преданиям дали людям мед, пшеницу, первый ткацкий станок, первую оливковую ветвь, именно они принесли на землю. То есть это следствие генетических изысканий, скажем так. Дмитрий, а есть вообще какая-то информация, может где-то в легендах сохранилась, может где-то в преданиях, а откуда они вообще появились, когда пришли? И не они ли тот эксперимент с человечеством сделали, который нашу цивилизацию перевел на какой-то иной путь развития? Елена Ивановна Рерих, Николай Рерих, Елена Петровна Блаватская, эти потрясающие, удивительные люди, которые были достаточно смелы, чтобы пойти к странникам в Тибет, найти их, общаться с ними. Они четко сказали: это инопланетяне. Все, безапелляционно. Причем, как интересно, если у Блаватской это было в тайной доктрине завуалировано в некотором роде, то есть мы люди 4-го круга, а они люди 5-го круга. Наша планета находится в 4-м круге, а в 5-м круге находится Юпитер, Меркурий, Венера в 6-м круге, Будда, например, он венерянец, и он
с планеты Венера, он человек 6-го круга, поэтому так разительно отличался от всех окружающих. А Христос, он человек 5-го круга, он с планеты Меру, которая нам не видна, но она существует. Чуть в другом плане бытия, находится между Меркурием и Солнцем, то есть очень близко к Солнцу. Вот он с той планеты. То есть они с разных планет. Или, например, Платон с Юпитера. И, собственно, после своей смерти он какое-то время еще побыл здесь в атмосфере планеты, а потом на Юпитер ушел. И оттуда там посылал мысли. Вот. И вся мифология Рерихов складывается вокруг того, что да, эти великие жители Шамбалы, странники, они с других планет. Но у них социальная функция. Они хотят нам помочь стать такими же классными, как они, потому что у них классно. Только мы этого не хотим, все упираемся. Дмитрий, это вы очень правильные слова сейчас сказали, что нас все время пытаются на путь истины, условно говоря, наставить. Мы все время сопротивляемся. Но при этом все пытаются найти какой-то смысл жизни, добраться до Шамбалы, не всегда понимая, что это. Потому что он с людьми разговаривает, они говорят, Шамбала – это некий духовный мир. Другие говорят, нет, Шамбала – это реальная страна где-то там за горами. Так вот, что такое все-таки Шамбала? Вы же там несколько десятков раз уже были. Это все-таки некое философское понятие, или это реальный объект, или это синтез? Важный вопрос, потому что это все. Это и то, и другое, и третье. Но это и географическое место, и философское понятие, и синтез. Начну чуть-чуть издалека. Помните Пушкин? Остров Буян, да? Помните? Белочка там орешки грызет, орешки непростые, скорлупки золотые, ядра цельный изумруд, да. И вот про этот остров Буян разные сказки рассказывали. Действительно, читаем дневник Елены Рерих, она говорит, что эти странники около миллиона лет назад основали на Белом острове Буяне, свой Белый Град, и там было много волшебства, там была школа волшебников, такой Хогвартс на максималках, на стероидах, и там обучали волшебников всего мира, а потом, собственно, эти волшебники во всем мире творили добро, некоторые становились злыми, творили зло, плюс прилетали с других планет тоже и добрые, и злые, между ними шли войны, и поле битвы земля. Соответственно, а потом наступила серьезная такая катастрофа, катаклизм. Это было около 13,5 тысяч лет назад, когда закончился ледниковый период. С чем он закончился? Тайная доктрина нам четко, Елена Петровна Блаватская, она объясняет, что была Атлантида, и она утонула. Был большой-большой катаклизм. Вследствие того, что она утонула, изменился климат, наклон Земли. В Евразию ушли ледники, а Буян, этот остров странников, инопланетян, находился в Среднеазиатском море, там, где сейчас пустыня Гоби. Вода утекла, и он стал сопкой, и его решили перенести. Он тогда еще не был Шамбалой, это был остров Буян. И его перенесли в горы Трансгималая, где на протяжении миллионов лет под мощными ледниками была гора, где очень близко подходит магма, и она очень мощно нагревала ледник снизу, таял ледник, выходило много воды, и в итоге эта вода стала внутри горы делать себе путь, чтобы уходить в речку. То есть получается многовитковое такая горное русло, 35 витков конкретно, на глубину где-то километр. И вот внутри этой горы образовалось это русло высохшей реки, потому что ледниковый период ушел, снежная эта ледниковая шапка тоже ушла. 35 витков – это несколько километров, можно сказать, пещер. И вот в них, собственно говоря, и возникла Шамбала. То есть странники перенесли свой город, не здания, понятно, а то, что было внутри. Музеи, склады, все свою аппаратуру, которая там тоже была и есть, перенесли внутрь этой горы. И в итоге там образовалась Шамбала, где живут люди, куда приходят обучаться ученики. И, собственно, в этой горе они и существуют. Она находится на высоте выше 5000 метров над уровнем моря. Туда прилетают виманы, улетают. Я лично сам несколько раз видел, как это происходит. Это место охраняется йети, снежными людьми. Я несколько раз лично их видел. И там все в их следах. Они не пускают непозванных, пускают позванных. Такое. А не поэтому, я много раз слышал, честно говоря, не проверял, упорно говоря о том, что над Тибетом и именно над Кайласом вообще запрещены полеты транспортных судов и пассажирских. Не с этим ли это все связано? Во-первых, летают. Прямо скажем, я сам видел несколько раз. Во-вторых, это место это не Кайлаш. Кайлаш – это филиал этого места, скажем так.
Тиричмир тоже, это гора на территории теперь нынешнего Пакистана, там тоже еще один филиал находится. Долина Кулу, где рерихи жили, это там тоже еще один филиал. То есть вот эта вот Шамбала, как столица странников, да, это гора, или она еще называют гора Граали, братство Граали, или гора Меру, ну, разные, у разных народов. Беловодье, мы русские называем это место. Почему белая вода? Когда вода сходит с ледников, то она белая. Это прям вот огромный ледник, большое озеро, белая вода идет. У них есть филиалы по всему миру, причем всегда были. И в Луксоре, например, под Питером, в районе Мурманска. То есть Шамбала строила всегда себе различные такие площадки, которые были не просто филиалами, а заодно это были и школы посвященных, заодно там были телепорты. Например, Николай Рерих в своей книге «Алтай-Гималай» описывает, как он с Алтая до Шамбалы добрался за один день по подземной пещере через телепорт. И он рассказывает такой смешной случай, что когда он уже из Шамбалы возвращался обратно через телепорт, он видел, как два монгола тащили мускусного барана на опыты, на эксперименты, потому что в Шамбале ученые, они тоже ставят всякие эксперименты. То есть можно из любой точки мира попасть в Шамбалу, плюс-минус, из Шамбалы в любой материк, в любую страну, потому что везде система этих дольменов, или Стоунхендж, это тоже телепорт фактически. Ну, это такая система для посвященных. Этих посвященных в древности называли волхвами, например, которые отучились в филиале Шамбалы. То есть в свое время это была очень разветвленная сеть людей, которым давали сверхспособности, но требовали от них выполнения некого устава и некоторых приказов. И даже Николай Рерих говорил, что есть такой камень, возле которого появляется периодически один из странников, его звали Регден Джапо, и он отдавал приказы, там приказ Регдена, туда прискакивали позванные всадники, получали приказы, и потом ускакивали, выполняли эти приказы. Ну, вот из этой области. То есть в свое время это была такая мощная сеть дольменов, телепортов, людей, школ, а потом все рухнуло. Но, насколько я знаю, вы же в эти места проводите экспедиции, причем с теми людьми, которые вот как раз находятся вот на пути поиска своей вот этой, ну, можно сказать, так философски внутренней Шамбалы. Что с людьми там происходит? И немножко вот о ваших поездках туда. С людьми там происходят потрясающие совершенно вещи. У людей происходит полная трансформация. То есть человек, находясь рядом с Шамбалой, даже если он не встретится ни с кем из странников, из йети, все равно там настолько потрясающее место, что человек трансформируется. Причем интересно, что если у человека есть какой-то негатив, то с человеком происходят там страшные вещи. Например, вот, женщина решила себя пожалеть. Просто тут же запнулась камень, и тут же упала и носом об грунт, как бы разбила до крови, такая, нет, жалеть себя не буду. Или другая тоже решила устроить истерику вдруг, ну, женщины любят такое делать, и просто выпала из жизни, и на сутки вообще потерялась. То есть она ходила как зомби, просто вот с трудом вообще понимала, где она находится, и через сутки вернулась, эти сутки не помнила вообще. То есть Шамбала, она как бы, знаешь, парализует в человеке способность негативить. То есть возле стен Шамбалы токсичным людям не место. Но если уж вы здесь, тогда токсичности не место. А если вы хотите ее порождать, вашему разуму здесь не место. И тоже у нас был случай потрясающий, когда местный парень, который пасет яков, ну, в этой местности там есть тибетцы, к нам пришел за обменом, принес местную простоквашу ячу, там, мы ему там отсыпали какой-то еды, ему понравилось, и он что-то там нехорошее задумал, потому что на следующий день просто молния ему в бошку ударила и как бы голову расколола за нехорошие мысли. Вот это прям... Это все вот при нас происходит, мы это видим, мы, конечно. Поэтому это не место для туристов, это место паломничества, место трансформации, да, но не место просто для любопытствующих вообще. Мне всегда вот интересно, ведь самое сложное, вот мы говорим трансформация, сейчас еще популярно стали говорят высшие, низшие вибрации, там по душе, вот это внутреннее я. А готовы ли люди вообще к таким трансформациям? Ведь это на самом деле большая ответственность. Хороший вопрос. Но, знаете, когда ставят кастрюлю с водой на газ, то даже кастрюля еще не начинает парить, а на
крышки кастрюли уже первые капли образуются. Поэтому можно сказать, что мир – это большой человек. И как у человека есть клетки мышц, костей, желудка, кишечника, мозга, сердца. Также и в человечестве есть люди, которые родились для того, чтобы быть мышцами кишечника или желудка, или мышц, или иммунной системы. А кто-то рожден, чтобы быть клетками сердца, например. И ему нужно больше знать. Есть потрясающая книга «Чайка» по имени Джонатан Левинсон Ричарда Баха. И вот есть чайки, которые рождены для полета. Не все, всем это не нужно, но те, которым это нужно, те, которые рождены для полета, если они не будут летать, то будут несчастны. У вас очень интересный клуб, если я в него уже заглядывал, клуб Парацельс. Вы там очень сокровенные темы поднимаете. И вот мне кажется, перед тем, как в принципе отправиться в такое путешествие, это в первую очередь духовное путешествие, наверное, даже вовнутрь себя, наверное, все-таки нужна какая-то ментальная и нравственная подготовка. Как говорят, надо сначала опустошить сосуд, чтобы наполнить его правильные знания, правильными мыслями, для того, чтобы эффективно достичь той цели, которую ты искренне в первую очередь желаешь. Потому что я вот со многими людьми разговариваю, которые ходят в места силы, еще куда-то, люди не осознают, что они действительно хотят. Потому что чаще всего то, что не хотят, это некое эгоистическое какое-то желание. Я хочу много денег, я хочу быть красивой, я хочу найти крутого мужа. А вот то сокровенное, оно вот как тот золотой шар у Стругацкого, оно прячется где-то внутри. Есть очень хорошая притча на эту тему. Средневековая Япония. Идет буддийский монах и подходит к границе Сёгуната, и там блокпост, стоят самураи. И один из самураев выходит навстречу и спрашивает: ты кто? Назови себя, куда ты идешь, каковы твои истинные намерения, что ты хочешь добиться на самом деле. Буддист его послушал и говорит: сколько ты здесь зарабатываешь? Говорит: я зарабатываю 2 ри. Говорит: хорошо, давай так, я буду платить тебе 4 ри. Вот ты ходи за мной и каждый день задавай мне эти вопросы. Вот это вопросы, на которые нет ответа одного, потому что по мере того, как меняемся мы сами, приходят новые ответы. И то, как я понимал это 20 лет назад, 10 лет назад, 5 лет, год назад, или как я буду понимать через 5, или через 10 лет, это будет совершенно иначе. Меняюсь я, меняются мои ответы. Такая пластичная субстанция. Но все же эти вопросы нужно задавать себе, и ответ на них нужно искать. Потому что если человек не будет искать эти ответы, то чем он отличается от животного? В конце концов, как сказала одна девушка-психотерапевт Стрелецкая, что такое депрессия? Это когда человек проиграл в поисках смысла жизни, не нашел вовремя, и все. Поэтому или мы разрушаем свой разум бесцельно, ходя по кругу, либо же мы все-таки ищем эти цели, находим их, и все-таки наш разум эволюционирует, да, то есть вопрос деградации или эволюции. И все-таки поиск смысла жизни, постоянный поиск ответов на вопрос, кто ты и откуда ты, чьих будешь, человече, каков твой путь во Вселенной. Если мы не будем задаваться этими вопросами, то а зачем мы вообще нужны? Мне понравилось, как Христос об этом сказал. Вы же не свиньи, поднимите голову. У свиней действительно так устроена шея, что они не могут голову поднять и на звезды посмотреть. Мы-то можем. С точки зрения странников, вообще все люди разделяются буквально на 2 класса. На просто обывателей или зверочеловеков и на потенциальных мыслителей. Потому что мысль – это величайшая энергия во Вселенной. И те, кто потенциально могут мыслить так, чтобы мысль была животворящей, это уже не просто какие-то зверочеловеки, это уже какая-то единица. Это уже мыслитель, может быть, еще не с большой буквы, но уже где-то рядом он может прям преображать Вселенную. Почему нет? Можно из него что-то сделать. Это такой материал, с которым можно слепить мыслителя с большой буквы. Вот этим занимаются странники. Причем не только на нашей планете, как я понял, вообще на всех. Везде открывают школы мышления. Тот же Иисус Христос, когда он ходил с 12 апостолами, на реке Иордан была его школа, где уже было 77 наставников. И все люди, кто встречались Христу по пути, он всех отправлял в свою школу, чтобы там их крестили и учили. Или Будда открывал свои санхи по всей Индии и называл их школами развития мысли. Конфуций, Лао Цзы делали то же самое. А мусульмане, суфии, помните, тому, кто мир постиг, расцвет и умирание, над мыслью власть важнее, чем над 3 мирами. Бессмертные же слова, сказанные суфием. Поэтому, что бы мы ни говорили,
Мысль – это самое главное. Мыслить – это то, что отличает нас от животных. И вот странники как раз-таки за то, чтобы мы этому учились. Поэтому во все времена они открывали школы мышления. Кстати, Платон учился в такой. И Сократа туда приглашал. Сократ не пошел. Но эти школы были открыты странниками. И некоторые из учеников этих школ достигали бессмертия, достигали сверхспособности. Например, известный такой человек Аполлоний Тианский. Он жил вскоре после Христа, также умел летать по воздуху, также умел творить еду из воздуха, вылечивать безнадежно больных одной мыслью. Ну, вот это вот все. И как-то была война, и жители города взмолились Аполлонию, чтобы он остановил римлян. И Сиракузы, кажется, это были, не помню точно. И тогда он появился у палатки военачальника из воздуха просто. То есть, не обходя посты, просто вот прилетел. Поговорил с ним несколько минут, и осада была снята, город был спасен, за что Аполлонию Тианскому жители города поставили памятник из чистого золота в его рост. То есть человек делал такие чудеса. Потом он пошел на восток в поисках Шамбалы вместе со своим библиографом, нашел ее, увидел, что это гора, внутри живут люди мудрые, бессмертные, общался с ними. Его библиограф записывал их разговоры. Это все же, вся эта информация есть, она доступна. А гору эту индусы называют гора Меру. То есть гора как раз-таки вот волшебников. И в итоге, когда вернулся обратно, этот потрясающий человек, Аполлоний Тианский сделал очень много всего для мира, такого важного. И периодически появлялись такие люди, как вот Аполлоний Тианский, как Томас Воган или как Сен-Жермен, который предупреждал короля Людовика о грядущей революции, за что его посадили в Бастилию, друзья его выкупили оттуда. Вот, и потом, как раз таки уже Елена Рерих об этом писала. Очень интересно, что именно он, Сен-Жермен, по приказу Шамбалы, на секундочку, нашел Бонапарта, наделил его сверхспособностями мышления, как бы дал ему особое зерно мысли, поэтому тот мог так объемно мыслить, будучи еще недавно ефрейтором артиллерии, и управлял этим Наполеоном, а потом тот вышел из-под управления. То есть ему сказали не идти на Россию, он пошел. Но, тем не менее, Сен-Жермен это сделал по приказу Шамбалы, или там волхвы, младенца Иисуса тоже искали по приказу Шамбалы. То есть она вмешивается в нашу жизнь так иногда, не часто, но бывает. Мы с вами на протяжении нашей беседы уже несколько раз поговорили, намекнули про странников. И наш пытливый зритель скажет: а вот у Дмитрия Раевского получилось встретиться со странниками, я тоже хочу, что мне для этого нужно сделать? И вообще, насколько это реально? Это непросто, но возможно. Я могу привести несколько исторических справок, как это происходило. Например, Елена Петровна Блаватская организовывала Теософское общество, и когда члены Теософского общества уже прям требовали с нее, устроили на встречу с странниками, она устроила, с тем самым Сен-Жерменом, только устроила ему через 100 лет после французской революции. Причем он также был молод и красив и свеж, и он с ними общался. Приведу другой пример. Святослав Рерих очень сильно родил за то, чтобы дневники Елены Рерих, картины Николая Рериха были переданы России. Потому что он говорит, что за Россией будущее. Россия должна воспрять своей духовности. И эти вот духовные труды его семьи должны помочь России приподняться. То есть, может быть, это будет последним толчком, который направит Россию в нужном направлении. Почему нет? И он искал, как это сделать. И нашел такой путь. В 70-х годах в Индии жила женщина, советский человек, историк Людмила Шапошникова. И он с ней договорился, что он будет делать ей протеже, делать ее своим протеже, чтобы в итоге она заняла достаточно высокий пост и смогла перевести в итоге это наследие семьи Рерихов в Россию. Так он и сделал в итоге. Так вот, я был знаком с Людмилой Шапошниковой. Она несколько лет назад, к сожалению, ушла из жизни. Ну, по старости. Пожилая женщина была. Когда я родился, она уже была ого-го. Вот. И мы с ней дружили. И она мне рассказывала много интересных вещей. Так вот, она рассказала, что когда был составлен план, ей все рассказали, как все это будет, она не поверила.
Тогда Святослав ей сказал: а хочешь сама от них, от странников, узнаешь, как это все будет? Я говорю: конечно, хочу. И он устроил ей встречу с одним из них. Его зовут Джоал Кул. Это тибетец, который родился, где-то в начале 19 века. А она с ним встретилась, когда Джоал Кулу было лет 180 уже, наверное. Это такой высокий, метр где-то 90, широкоплечий, молодой человек, на вид лет 30, в свои 180, так на секундочку. И как это было? Он назначил встречу в Бомбее, в саду роз, в Розарии. И она пришла чуть пораньше, встала в центре, как они условились. Через Святослава Рериха была договоренность. И она ждет, и вдруг видит, что все цветы, все розы зашевелились. Вот знаете, как подсолнухи поворачиваются за солнцем, только очень медленно. А тут все розы очень быстро повернулись в одну сторону. Она посмотрела туда и увидела, что оттуда идет высокий человек по направлению к ней. И все розы поворачиваются вслед за ним. Представляете себе, да? Это вот был странник. Она с ним познакомилась, он ей рассказал, как все будет происходить, причем называл фамилии людей, которые помогут ей перевести наследие семьи Рерихов в Россию. И она говорит: так эти люди не занимают никаких должностей особо, это просто младшие научные сотрудники. Он говорит: да, но к тому времени они подрастут. И так и произошло, именно эти люди и сделали все. Вот. А почему именно ее избрали, она рассказала мне. Это очень интересная история. Один из странников был когда-то воплощен, они периодически воплощаются, как король Артур. Тот самый король Артур, его 12 рыцарей, а она, Людмила Шапошникова, была Ланселотом, то есть это реальная история. И у них кармическая связь. И поэтому, когда сейчас вот он призвал ее, ты должна воплотиться, чтобы помочь мне выполнить миссию, передать наследие Рерихов из Индии в Россию, то Ланселот в женском обличии, я уж не знаю, почему в женском, такое воплотился, и она прям рубасила эту материю бюрократии и сделала все как надо. И до сих пор вот в России очень много картин Рериха, до сих пор издаются его книги благодаря ей. Потому что она все это перевезла, оформила, нашла финансирование. И вот это вот все. Потрясающая женщина, конечно. Удивительно. Я помню, мы лет 5 назад фильм снимали про Тибет для одного из центральных каналов. И нас пригласили на такую достаточно закрытое мероприятие, когда раз в сколько-то лет из дальних монастырей приходят так называемые тысячелетние старцы. Наверняка вы это знаете, встречаются с людьми. Это очень такая закрытая, скажем, тусовка, как сейчас говорят. А не бывает ли таких случаев, когда вот эти странники, или, скажем, те кураторы, также встречаются, понятно, не со всеми, не с теми, кто там пришел туристы, а выходят каким-то посвященным монахам, людям, те, кто в теме? Да, конечно, но для этого недостаточно просто быть человеком из кожи, костей и мышц, нужно соответствовать. А почему? Сами странники говорят, что у каждого человека есть духовный аромат. И если духовный аромат неприятен, то зачем им с этим человеком встречаться? Бывают, конечно же, случаи крайней нужды, когда очень сильно этот человек повлияет на ход истории. Например, Елена Рерих писала, что встречались и с Гитлером, и со Сталиным, и с Лениным, то есть с такими большими мировыми лидерами. И больше того, Гитлеру говорили не нападать на Россию ни в коем случае. Ленину говорили, чтобы он войн внешних не развязывал, а только собирал Россию и не давал ее растерзать. Вот. Со Сталиным это вообще отдельная тема. Оказывается, в 1936 году он реально умер. То есть он был тяжело болен, и у него была остановка сердца и клиническая смерть. И Махатмы его оживляли. И буквально читаем в дневниках, что теперь Сталин – это гальванизированный труп. Такое. На него прям оживили и потом вкладывали какие-то свои идеи в него. То есть идеи дать церкви в России все-таки какие-то свободы, и о том, что икона это важно, и вера людей важна, это была идея в него вложена, потому что он был противником вообще всего, что связано с религией. И тем не менее, мы знаем, что даже на самолете вокруг Москвы там икону обносили, да, в 1941 году все это было. Обычный человек может прийти в Тибет и предстать перед их очи. Даже уже сам шаг, что ты пришел к стенам Шамбалы, стал у ее стен,
и ты предлагаешь себе для сотрудничества, это важно. Это очень сильно поменяет вообще ход жизни человека, ход его кармы. Больше того, я знаю нескольких людей, которые, придя туда, вместе со мной, понятное дело, удосужились аудиенции и общались с этими странниками. Потому что, были достойны, может быть, кармическая связь какая-то, может быть, очень приятный аромат, как знать. Но такое было. И, кроме того, в Шамбале есть такое удивительное явление, которое называется башня Чунг. Давайте я вам немножечко про это расскажу, потому что именно явление башни Чунг часто люди называют Богом. Интересная интрига повисла в воздухе, да? Смотрите, мы знаем, что прошлое, настоящее, будущее, существует на более высоком плане бытия. И многое, прежде чем произойти здесь, уже происходит там. Поэтому ясновидцы это видят. В башне Чунг есть несколько этажей. Это красно-желтая башня, у меня даже фотография есть. Где на верхнем этаже есть такое помещение, метров где-то, наверное, это по памяти 12-11. И на овальной комнате на стенах висят круглые зеркала, сделанные из сплава 7 металлов, где основа это осмий, радиоактивный металл, полированные зеркала. На каждый из этих зеркал направлен луч, но не электрический и не солнечный, а луч огнелея, так называемый. Это свет, который рождается от взаимодействия неких кристаллов, специальный свет. И, кроме того, ставят разные фильтры, как в диафильме такое. И под приказом воли зеркала начинают показывать то, о чем их просят. То есть просят показать, что будет с этой страной, с этим городом, с этим человеком через 50 лет. Показывает. И, кроме того, есть зеркала, к которым прикреплены некоторые важные для Шамбалы, для странников люди, чтобы видеть, что с ними произойдет в скором будущем, чтобы заранее им помочь. Подстелить, так сказать, соломку там, где они упадут. И всегда есть брат на страже, то есть один из странников мужского рода, который там держит вахту, а потом меняется. И упоминание брата на страже есть и у Елены Рерих, и у Елены Петровны Блаватской, у Алькота. Был случай такой, Алькот потерял свое состояние, получил письмо о том, что он обанкротился, и больше нет дохода у человека. И он горестно воскликнул: брат на страже, обращаясь к башне Чунг, давай ты будешь голодать будешь вместе со мной, я буду голодать и ты. Спустя буквально минуту из воздуха ему на нас падает записка, где написано: тот, кто не преодолевает обстоятельства, а подчиняется им, никогда не может стать одним из нас. Такой: ой, все, понял, психанул, простите, больше не буду. Этот брат на страже все видит про важных для них личностей. Там есть важные политические, религиозные деятели, а также ученые, художники. Как братьев Стругацких, помните, когда прогрессоры наблюдали за некоторыми важными людьми. И если что-то произойдет с человеком, они видят это, скажем так, за несколько минут или часов заранее. Например, мы знаем, что Серафим Саровский упал с колокольни в детстве, но не повредился. Почему? Как будто бы чья-то рука подхватила его в последний момент. Чья бы это могла быть рука? Башня Чунг, брат на страже, увидел, что мальчик, который окажет серьезнейшее воздействие на духовность России, выпадет с колокольни. Конечно же, тут же странники напрягли свои супертехнологии и сделали так, что антигравитационная подушка схватила младенца, малыша, у земли и не дала ему разбиться. Люди называют это Богом. Брат на страже. Технологии странников. В некотором роде я, может быть, даже такую вещь скажу, что очень многие вещи, которые приписывают Богу, на самом деле делают странники, но многие вещи, которые Богу приписывают, странники не делают. То есть что-то, что является Божьим промыслом, часто это просто рука судьбы. Да? А часто это именно их вмешательство по защите важных для эволюции людей.